Здравствуйте. Перестала работать вот такая неплохая микроволновая печь Samsung. При включении в розетку не подает признаков жизни. Табло не загорается. До этого иногда выбивала автомат при открытии двери. Предположительно, сейчас перегорел предохранитель сети и неисправны микропереключатели печки, которые расположены вот в этих окошках и нажимаются крючками двери. Когда-то в ней переделывал панель управления, так как оригинальные панели довольно сложно найти, то поставил кнопки. Заодно и покажу, как это было сделано. Откручиваем с задней стороны по периметру все шурупы и один сбоку. И вытягиваем на себя верхнюю крышку. Расположение основных элементов у СВЧ печей у большинства одинаково. Здесь расположен сетевой фильтр с предохранителем сети. Это магнетрон, термостат, панель питания и управления. Здесь высоковольтный трансформатор, конденсатор. И здесь же предохранитель высокого напряжения. Вот, собственно, и все элементы. Теперь берем тестер, ставим его на прозвонку и проверяем предохранитель. Предохранитель не прозванивается, значит, он перегорел. Здесь видим, что предохранитель должен быть на 10 ампер. Поставил предохранитель, появилось питание. Дверь трогать не будем, чтобы не спалить его еще раз. Теперь нам нужно проверять микропереключатели. Их тут 3 штуки. Раз, два, три. Есть возможность снять их все сразу с механизмом открывания двери. Открутив вот этих вот 2 шурупа. Вытянул панель с микропереключателями поближе, перекусив стяжки в нескольких местах.
стяжки жгута. И тут уже можно подробно их проверить. Я их понажимал и прозвонил. Все они рабочие. Но визуально мне не нравится вот этот крайний. Он срабатывает не совсем четко. Отходит с какой-то задержкой. Значит, если есть чем поменять, лучше, конечно, поменять. Или попробуем его перебрать, чтобы легко снялись автомобильные клеммы. Тут нужно нажать на вот этот вот язычок. И тогда она легко вытянется. Мне одной рукой просто это неудобно делать, так как второй я снимаю. Вот у меня есть аналогичный микрик. То есть теоретически можно было бы просто поменять. Но я хочу показать, в чем тут, скорее всего, проблема. Вот этот у нас срабатывает, если это будет понятно, четко отходит. А этот с небольшой задержкой. Скорее всего, его нужно почистить. И в какой-то момент он не успевает сработать, и происходит короткое замыкание. Но далеко не всегда. Это называется залипает. Аккуратно разбираем. И я буду пробовать промывать спиртом. Можно растворителем, ацетоном, любой жидкостью, которая бы смогла обезжирить. С микриками, я думаю, разобрались. Поставил все обратно. И теперь, как обещал, расскажу, как я переделал эту пленочную панель. Пленочные панели довольно ненадежны. Через какое-то время перестают нажиматься основные кнопки, которыми чаще всего пользуешься. Замену найти проблематично, да и стоит это недешево. Я, как вариант, переделываю на обычные кнопки. Кнопки нормально разомкнутые, нефиксируемые. Это на всех панелях. И если есть такая возможность и место для установки кнопок, значит,
по дорожкам панели смотрим расположение кнопок и схему. Здесь уже обрезок. Вот сюда приходил шлейф от панели. А я с обратной стороны подпаиваю уже смонтированные мною кнопки. Как правило, основные кнопки, которыми чаще всего пользуешься. Все, собрал. Подключаем. Не коротит. Вода горячая. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.